Ребятушки, hello, как говорится, приветствуем вас в Тульской области. И раз уж мы начали показывать вам разные необычные дома, то просто обязаны показать и вот такой формат. Это самый настоящий дом на дереве, вернее, на 4 деревьях и 5 опорах. А знаете почему? Потому что это самый большой дом на дереве в России. Официально. Что к чему? Обзор. Поехали. Так, ребятушки, место, в котором мы находимся, называется Лапочкино гнездо. Это такая база отдыха. Здесь всего 3 дома на дереве, зато какие. Перед нами первый дом, он называется Папин дом. Также есть Мамин дом и самый дальний называется Дочкин дом. Вот тот дом, который мы вам недавно показывали, он просто встроен между деревьями, стоит на опорах. А вот этот дом, вот, 1, 2, 3, 4 крепежа к деревьям и 5 дополнительных опор. И у многих из вас вопрос, а как все это дело ведет себя, когда сильный ветер? Потому что вот дерево рядом, как видите, оно недавно свалилось от урагана, сломалось. Дом на самом деле шатается, но насколько это надежно, мы еще поговорим с человеком, который все это придумал и всем этим занимается. Кстати, вот много интересных деталей, вроде вот таких вот. Практически ни одно дерево здесь не вырубалось. Купель – это самое интересное. Посмотрите размеры. И вот эти деревья, они здесь уже были. Несколько человек, несколько часов аккуратно тащили ее. Вот так вот. Вот здесь вот между деревьями. И затащили. Пожалуйста. Входит в стоимость. Рядом находится переодевалка. Здесь можно переодеться и сразу же купаться в купели. Ну, вот на картинках, да, понимаете, о чем я говорю. Так, ребяшки, теперь поднимемся в дом. Самый большой, напомним, дом на дереве в России. Посмотрим, что внутри. Сегодня у нас будет быстрый обзор, потому что сейчас пересменка, дома постоянно заняты. И вот с часу до 2, вот сейчас уборщица там закончит, у нас буквально 20 минут, пока не приехали следующие гости, можем зайти и посмотреть, что к чему. Напомним, здесь всего 3 дома, ну, фактически 5, но в 4-м доме живут хозяева. Кто все это придумал, они живут здесь же на территории, а в 5-м доме живет теща. Кукушка? Нет, это не кукушка. Птицы здесь поют постоянно. Находимся всего в 100 километрах от Москвы, но уже какое-то ощущение сильно за городом. Даже речка вон там небольшая есть и пруд. У нас ровно 10 минут. Люди уже едут, нужно уложиться в 10 минут. Хотя, конечно, вот то, что я уже вижу, а это только прихожая, тут можно рассказывать очень долго. Площадь дома 80 метров. Пройдемся по основным элементам. Кухня, раковина большая, напор воды. Угу. При этом никаких труб мы не видели, каких там вывод воды, как-то все так грамотно, очень скрыто. Значит, за вами вот эта вот комнатка, двухъярусная кровать. Взрослые тоже лягут, тут 2 метра есть. Конвектор, это помещение отапливается, идем дальше. Душ, туалет, большая кабинка, тоже окно, тоже. Причем окна, на самом деле, их можно зашторить, но можно особо не зашторивать, потому что вокруг вообще никого нет. Камин, есть камин, тоже можно что-то приготовить. И, так 2-й этаж еще есть. Давайте поднимемся, посмотрим. Хозяйская спальня, большая кровать, то есть получается такой полноценный семейный дом. А взрослые здесь, дети внизу. Но у нас еще впереди на самом деле более интересный дом. Это Мамин дом, самый новый дом, который здесь есть. Сейчас его посмотрим. Дом номер 2, к нему ведет длинная дорожка. Вот эта вся конструкция приспособлена для людей с ограниченными возможностями. Но или вы просто, там, допустим, приехали с детьми, с коляской большой спальной, можно взять эту коляску, прокатить и закатить на самый верх, не поднимая нигде по лестнице. Так, ты идешь, не идешь? Ладно, идем. Обратите внимание, ни одного стыка. То есть ребят настолько заморочились, что даже здесь все идеально ровно. То есть колеса коляски спокойно проезжают. А вот теперь еще интересное. Здесь тоже есть спа-джакузи, спа-бассейн. И есть камин. И они находятся не внизу под домом, они находятся на 1-м ярусе. Постоянная температура 40 градусов. Ну просто можно там это. А можно вот так вот? Сколько эта штука стоит? Около 1 миллиона. Да ладно. Срок эксплуатации дома у нас ограничен не его архитектурой, там, техническими характеристиками. Так, это мы сейчас до интервью дойдем и поговорим. Да. Мы идем дальше. Окей, да? давай. Все, еще увидимся. Идем дальше. Еще камин. Вот. Камин поворачивается во все стороны, его можно. Так, ребятки, возвращаемся. Серьезно? Повернули на себя. Да прям так голыми руками. Сейчас будут ручку приваривать. Дорогой? Кто? Вот это вот.
штук 80 вышло. Вот на заказ, это же не такое, ну, нигде не продается. Это у нас сделано? Да, в Ступино здесь. Я начертил, а ребята сделали. Серьезно? Так, все, идем. Про этот мост, кстати, очень интересная история. Здесь у некоторых элементов свободный ход. Где-то прямой крепеж, а где-то просто мост лежит на платформе, потому что иногда ветер такой сильный, что крепить к каждому дереву было нецелесообразно. И мост немножко двигается, но это заложено, ну, типа вот такой, да. Это заложено в конструкцию, то есть это все стоит, все нормально. Но, как вот говорит Стас, строители ругались, когда все это делали по его чертежам, ругались, но сделали. Ребятки, вы знаете, очень круто. Ого, а это лестница? Давайте по порядку. По порядку. Много всего интересного, есть о чем рассказать. Значит, заходим, сразу видим кухню. Две комфорки, то есть здесь можно полноценно готовить. Можно заказать покушать, да, завтрак включен стоимостью. Можно приготовить что-то самому, можно приготовить на улице. Там у нас есть мангальная зона, холодильник. Вот. Яички. Уже из деревни яички принесли. Кофеварочка и чайник. Все одного цвета, одного дизайна. Здесь у нас душ. Ух ты! Ребятки, ну, скажу честно, это одна из самых уютных ванных комнат, которые я когда-либо видел. Раковина, туалетик, бак. Огромный бак, литров, наверное, сколько здесь? 40. Здесь вот такая качелька. Качелька и диван-кровать. Обратите внимание, телевизора нет. И правильно, нафиг он нужен. Поднимаемся наверх. Ого! Смотрите, сколько места! Здесь теплый пол на первом этаже и в каждом помещении конвектор. Ну, такого конвектора для такого помещения хватает вполне. Здравствуйте еще раз. Так, расскажите, вы только что выехали и ночевали там сколько дней? Ну, на одну ночь. Как впечатление? Как впечатление? Слушайте, ну очень круто. Первое, что я могу сказать, на самом деле, вот правда свои ощущения, что у меня было состояние, как будто я дома. Чисто, комфортно. Хотим сейчас пойти еще сделать вокруг небольшой экскурс, посмотреть, что вокруг, чтобы там у нас 3 детей, чтобы можно было вернуться с детьми. Договоримся с фермером, с женщиной. Молочка у нее возьмем. Классно, что появляются такие места. И я прям все время невероятно радуюсь этому, когда мы приезжаем вот в такие места. И вот сейчас тоже выходили с мужем, говорю, как здорово, что кроме всего прочего, что ребята дают возможность отдыхать, ну, тем, кто хочет, да, в таких вот форматах. Еще классно, что есть люди, которые здесь в округе живут и могут, ну, я имею в виду обслуживающий персонал, и могут быть задействованы, да, им дается рабочие места. Да. Я считаю, что это тоже очень круто. Многие куда-то уезжают не потому, что там... Да, потому что нет возможности, да. Это все. Если их будет больше, да, больше народу будет у нас оставаться. Поэтому мы прям, вот я лично искренне желаю удачи ребятам, и чтобы они развивались. Спасибо вам большое. Не за что. Спасибо, спасибо. И дом номер 3 называется «Дочкин дом на дереве». И вот что ребята пишут про этот дом. Самое потрясающее место в нашей локации. Прямой выход к озеру, камин, уютная спальня на 2-м ярусе, а также потрясающий вид на березовую рощу и на озеро. И этот дом сегодня, к сожалению, занят. В этом доме помещаются 3 гостя, двуспальная кровать 160 на 200, а также диван 140 на 200. И самая, так сказать, легендарность этого дома в том, что именно с него все началось. Изначально ребята не думали сдавать его в аренду, поехали кататься на лыжах и решили, почему бы и нет, разместили это на Airbnb, и пошло-поехало. То есть спрос был настолько высок, что решили построить потом 2-й, 3-й дом и устроить из этого какой-то небольшой бизнес. Но об этом сейчас нам расскажет Стас, который все это проектировал и придумал. Пойдем поговорим. Так, ребятки, Стас, приветствую. Приветствую. Спасибо, что нашли время. Так, расскажи, пожалуйста, откуда вот это все появилось и как? Это не появилось как бизнес. Это история такая for fun. Построили мы, значит, есть наш дом. Ни для кого не секрет, мы здесь проживаем в обычном доме, не на деревьях. То есть ваш дом вот тот вот? Да, вот поближе к озеру. Прошло где-то около года. И встал вопрос о необходимости постройки гостевого дома для наших друзей, которые к нам часто сюда приезжают. Так. Череда обдумываний. В итоге мы решили сделать дом на деревьях, чтобы вид на озеро был. Вика предприимчивая, Вика, моя супруга, да. Мы просто уезжали кататься на лыжах, она разместила на Airbnb наш домик, фотографии какие-то, там темные, кривые вообще. Так. И пошли брони. Кто все это строил? Разные бригады, то есть наемные компании. А проектировал кто? Я проектировал. А опыт разве есть?
Есть опыт. Первый свой дом для себя я построил в 24 года. Я взял за основу уже имеющуюся технологию крепления дома к деревьям, которая позволяет одновременно и опираться на деревья, и она не сковывает деревья, то есть деревья могут двигаться. Пит Нельсон – это лидер в строительстве домов на деревьях в Америке. Он ведет на Animal Planet передачу еще про дома на деревьях. Я подглядел у них эту технологию, которая реализована здесь. Да, я сам отчертил это, мне на заказ все это сделали, там специальные марки стали выбирались. И отвозили 1,5 метра кусок ствола, проводили испытания на гидравлике, на стенде. То есть, да, нагрузки. То есть 2,5 тонны одно крепление выдерживает. А как же, здесь люди. Выдерживал дом и 22-23 метра в секунду ветровые нагрузки. То есть он ходит где-то порядка 10-15 сантиметров. Вы здесь живете постоянно? Да. И нормально вам, что тут люди отдыхают, жарят шашлыки, там караоке поют? Это не шумные компании с драками там и так далее. Так. То есть это не турбаза. И у нас дом, максимальное размещение 4 человека. Это не 8, не 10 человек компания. Вы сегодня общались с одним из гостей, и вы видели, насколько они на позитиве, довольны, они получили кайф. И ты к этому постоянно прикасаешься, к этому позитиву. То есть ты не сидишь в офисе или не общаешься по телефону с поставщиками, да, там. Это привет, доча, привет, моя хорошая. Так что это хорошая история. Строить еще планируете что-нибудь? Мы сейчас разрабатываем новую локацию, будем реализовывать новый проект, сейчас занимаемся проектированием, но это не дома на деревьях. Вот эти вот березки, как мне сказали, их вот эта роща была порядка 45-50 лет засажена. Срок дерева этого, срок жизни такой березы еще порядка 30-40 лет. Да. Но видите то завалившееся дерево? Это исключительно, повторюсь, такое фан, да. Понятно. Ну, ждем новостей от вас по новым объектам. И удачи. Буду держать вас в курсе. Спасибо большое. И вам. Ребятки, теперь самое интересное, это стоимость. Сколько стоит здесь переночевать? До 1 мая была очень приятная психологическая цена. Это 9000 рублей в сутки. Это самая минимальная цена за самый маленький домик, 45 метров в будние дни. Сейчас цена чуть выше, 11 тысяч. Это самая-самая низкая цена. Но в выходные, плюс за средний и самый большой домик, цена еще чуть выше. И еще стоит отметить важный момент, что в эту стоимость входит, зачитаю, фермерская корзина для завтрака, в том числе домашний хлеб на парном молоке, интересно, а также яйца из соседней деревни. Вот там деревня, и каждый день привозят свежие яйца и молоко. Зона барбекю, а также дрова в неограниченном количестве, велосипеды и удочки, можно пойти порыбачить на пруду, а также пользование спа-бассейном, ну там, где он есть. Это вот тут вот, а также у среднего дома. Поэтому вот такая вот история. Настоящий дом на дереве. Всегда, так сказать, мечтали, честно говоря, в принципе, посмотреть на такой, побывать в таком. И вот еще и показали вам, что к чему. Ждем ваш комментарий. Всем терпения, добра. Увидимся. Пока.